Доброе время суток, товарищи! Давно не слышались. В этом ролике речь пойдет о работе компилятора VBSP, а точнее о его некоторых особенностях, на которые большинство новичков могло не обращать внимания. Начнем же с простого. Знаете вы или нет, но если на пустой карте разместить браш, то листья, они же порталы, их срез всегда будет направлен с юга на север или с севера на юг. Даже если повернуть объект на 90 градусов. Даже если разместить несколько неприлегающих друг к другу объектов, картина в целом будет одинаковой. Не знали? Теперь знаете. А что, если разместить объекты друг подле друга или просто на одной линии? Внезапно метод нарезки порталов изменился. На самом деле логика здесь очень проста и правильна с точки зрения экономии ресурсов. Компилятор всегда будет стремиться сократить количество порталов до минимума. Это в конце концов помогает ускорить компиляцию проекта и оттянуть приближение собственных лимитов. Но в угоду количеству, разумеется, страдает качество. Если разместить большой куб, окружить его со всех сторон моделями бочек и Func Detail, то в игре часть бочек и геометрии будут рендериться сквозь куб. А все потому, что ради экономии порталов компилятор не захотел отсекать вот эти две зоны друг от друга. И может возникнуть вопрос, что делать в таких ситуациях? Вариантов, как всегда, масса. Вариант первый. Смирение. Не всегда оптимизация приносит ощутимую пользу, как в данном случае. Что есть модель за стеной, что ее нет. На современном ПК вы порой не сможете увидеть разницу в FPS во время игры. Зачастую об оптимизации начинают вспоминать лишь тогда, когда ощущаются сильные просадки в частоте кадров. Как говорится, когда отказали почки. Вот тогда можно вспомнить об окклюдерах, аэропорталах и хинтах. Ролики об этом всем уже были на нашем канале, поэтому не буду повторяться. Поговорим сразу о последних. В данном случае, чтобы разделить все зоны друг от друга, необходимо использовать два хинта. Тогда все в плане рендера станет в разы лучше. Но вместо 5 порталов без оптимизации мы получили аж 9 штук. На такой простой карте это ни о чем, как говорится. Но если у вас огромный проект в Garry's Mod, то всегда нужно 7 раз подумать, прежде чем один раз отрезать. Чем больше будет порталов, тем больше проблем может возникнуть с компиляцией проекта. Еще чуть-чуть помучим наш куб. Разрежем его на 2 части и поглядим, что выйдет. Листья не стали косыми, а все так же смотрят на север. И даже если мы начнем вращать объекты на все 360 градусов, все останется по-прежнему. А вот если разрезать куб прямой линией, то вращая такой куб, мы также будем вращать и порталы на карте. Есть еще одна особенность компилятора, о которой часто могут забывать или не знать. Сложите 2 браша друг на друге. После компиляции все будет как обычно. Но если добавить 3-й слой с брашей, над ними появится дополнительный портал, улетающий в небо. И после этого нас ожидает неприятная неожиданность. Бочка за стеной вдруг начала рендериться. Можно сказать, перед нами очень упрощенный пример одноэтажного здания, где есть стена, окошко и потолок. 3 вертикальных слоя из брашей. Решить проблему можно и нужно с помощью хинта листа, разделяющего по всей площади небо и крышу, он же потолок. В идеальном мире все здания внутри вашего игрового мира должны находиться на одном уровне земли, чтобы такие хинты делали все поровну, не создавая лишних ненужных листьев. Альтернативой такому хинту может служить браш, покрытый текстурой Skybox или Invisible. Но они будут физически блокировать любые объекты, имейте в виду. Ну а сейчас мы рассмотрим 2 простейших примера неправильной постройки геометрии. И закончим, потому как видео затянулось, а я ненавижу проливать воду. Построение домов. Здесь часто можно наблюдать бессистемность у мапперов, кто как хочет, так и строит, не задумываясь об экономии ресурсов и оптимизации. Рассмотрим простой ангар. Давайте начнем с крыши. Как уже говорилось ранее, чем меньше будет порталов, тем лучше. Как часто строят крышу? Просто на стены кладут один целый браш и все. Однако, стоит отметить, что это создаст дополнительные листья, минимум 3 портала, как в данном случае. На это можно закрывать глаза. Либо сделать следующее.
разместить потолок не над стенами, а между ними, отняв 8 юнитов у высоты стен, как это делалось в Half-Life 2, где высота внутри комнат от пола до потолка составляла 120 юнитов. Если вам нужна красота, выступающая крыша, то можно просто использовать фанк-детейлы, каких вам угодно форм. Главное, не создавать лишних листьев. Следующая ошибка, или скорее частое непонимание, как делать углы так, чтобы рендер был правильным. Чтобы когда мы находимся в ангаре, движок не отрисовывал того, что находится за стенами. Во-первых, вы обязаны понять главное правило. Угловой браш определяет направление разреза порталов. В данном случае вы можете наблюдать неправильные стыки стен в плане оптимизации. Потому что, отрезая порталы таким образом, мы, конечно же, не будем видеть позади ангара, что находится внутри. Но, находясь сбоку или даже в самом ангаре, в кадре будет отрендерено абсолютно все, кроме того, что стоит позади помещения. Плохой маппер бы решил эту проблему, используя на входе аэропортал, истратив все лимиты на них быстрее, чем сам ожидал. Что же сделает нормальный архитектор? Он сам определяет реальность. Лишь чуть-чуть подправив углы, картина существенно изменится. Без вообще каких-либо хинтов мы можем наблюдать обрезку рендера, находясь сбоку от помещения, и самое главное, мы полностью отрезали внешний мир от игроков, находясь внутри ангара. Такая мелочь, как углы, сильно влияет на целостную картину. И даже это, хоть и хороший, но не единственный вариант. Что еще можно сделать? Как можно убрать лишние листья, вот такие? Вот тут уже начинается дилемма. Качество или количество. Косые углы позволяют сократить количество порталов, ускорить компиляцию и чаще всего правильное направление листьям задают. Но не бывает ничего идеального. Даже косые углы имеют свои недостатки. Вот здесь, ради экономии, компилятор решил не делать разрезы, необходимые нам. Мелочь, а неприятно. Мы получили меньше листьев, но лишились обрезки рендера, стоя в стороне от ангара. Здесь уже маппер сам должен определять для себя, что у него в приоритете. Количество листьев на карте или максимальная обрезка рендера. Конечно, нельзя забыть про хинты. Но только тогда и там, где они действительно нужны. Ну, а на этом все, господа. Надеюсь, это все кому-нибудь пригодится. И было не зря. Удачи, Тамадачи.